you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании Penon стоимостью $229. И приходят они в фирменной небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где тут на лицевой части имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и указано название этой модели Unique. Ну а здесь уже были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с двойным магнитом и двойной полостью из углеродного волокна, а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 23 Ома. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Фирменный чехол из кожи. Щеточка для чистки наушников. Клипса. Кожаная стяжка для кабеля, ну и 3 набора силиконовых амбушюр. Эти наушники получились очень небольшие, они изготовлены полностью из алюминиевого сплава с ЧПУ обработкой и обладают довольно привлекательным оформлением лицевых панелей с вентиляционными отверстиями. И у меня даже сложилось некоторое впечатление, что все эти отверстия здесь выполняют определенную функцию. И можно сказать, что эти наушники являются полуоткрытыми, по крайней мере мне так показалось. Но вот здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а тут рядом уже было указано название этой модели, а на внутренней части поближе к звуководу находится единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Ну а звуковод у них имеет длину около 5 мм, диаметр 5 мм, он был прикрыт защитной металлической сеточкой и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну а поскольку эти наушники получились очень небольшие, то они отлично сидят в моих ушах, и у меня нет абсолютно никаких претензий ни к посадке, ни к комфорту, поскольку они плотно прилегают к уху и обеспечивают надежную посадку с хорошей звукоизоляцией, не доставляя никакого дискомфорта даже при длительном прослушивании. Да и их модульный кабель, на мой взгляд, очень хорош, хотя я отмечу, что он довольно тяжеловат. А если вы, как и я, любите поэкспериментировать с кабелями и попытаться выжать из наушников максимум, то я могу вам от себя смело порекомендовать два варианта, которые очень хорошо раскрывают эти наушники. И первый кабель — это уже давно мной полюбившийся Penon Apex стоимостью $219, с которым характер звучания заметно меняется в сторону еще большего драйва и эмоций с более выраженными низкими частотами. А вот кабель Penon Asos Plus наоборот делает подачу более чистой, прозрачной и собранной, с чуть меньшим количеством баса, но с более точной его проработкой. Ну а приобрести эти наушники вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников вы найдете в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Penon Unique. И первое, что мы здесь видим сразу, это очень уверенное усиление низких частот на 12 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины с небольшим ее уплотнением. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено буквально на уровне моего таргета, из-за чего эти наушники при длительном прослушивании меня не утомляют, но при этом они безусловно обладают очень насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. Но что меня удивило еще, так это довольно продолжительные высокие частоты как для динамических
динамических наушников, которые плавно затухают уже после 13 кГц, что является хорошим результатом. И в итоге здесь мы имеем очень четкую и понятную для всех настройку с мощной низкочастотной основой, насыщенными, но комфортными средними частотами, а также достаточно продолжительными, но не яркими высокими частотами. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Ну и начнем с того, что низкие частоты в этих наушниках абсолютно безумны. И честно говоря, друзья, где Pennon взяли этот динамический драйвер, я вообще не знаю. Но то, на что способен бас в этих AM, меня реально удивило. Это именно тот бас, который моментально привлекает к себе внимание с первых секунд прослушивания, а потом уже оторваться от музыки становится очень сложно. И вы наверняка хотите сейчас узнать почему. Хорошо, я вам отвечу. Представьте себе мощный сабас с отличной глубиной и очень ощутимым физическим воздействием. То есть вы не просто слышите его, а вы буквально чувствуете его давление. Причем временами мне даже казалось, будто здесь используется драйвер костной проводимости, хотя на деле его тут, конечно же, нету. Но само вот это ощущение было настолько убедительным, что для однодрайверных динамических наушников это меня просто поразило. При этом мне очень нравится, что мидбас в этих наушниках идет практически вровень с басом, и он очень уверенно добавляет панч, плотность, массу, делая музыку более живой и увлекательной. Да так, что ударные партии звучат весомо, бас-гитара обладает отличной телесностью, но электронные композиции буквально в лучшем смысле этого слова качают. Но самое главное, что при всем этом количестве такого прям крайне буйного баса он остается достаточно собранным и контролируемым. Да, он массивный, насыщенный и временами даже доминирующий, но знаете что? Для динамических AM это буквально одни из самых впечатляющих низких частот, которые я слышал за последнее время. Просто, ребята, возьмите себе это на заметку. А вот средние частоты здесь это именно то, что мне нужно. Они не сухие, не скучные и уж точно не мониторные. А наоборот сразу чувствуется, что Pennon, как всегда, сделали акцент на музыкальность, насыщенность и комфортное вовлечение в прослушивание. Поэтому подача получилась достаточно энергичной, но при этом совершенно неутомительной. Здесь есть приятное тепло, есть хорошая энергия и плавность, благодаря которой музыка воспринимается более естественно и цельно. И что особенно важно лично для меня, это то, что здесь нету ощущения какой-то резкости или избыточного усиления в области верхней середины. И особенно после прогрева все это стало заметно еще сильнее. Я думаю, что многие поймут меня, насколько это важно именно для длительного прослушивания. Да, если придраться, то возможно мне хотелось бы здесь получить немного больше прозрачности и ясности в вокале, но ребята, это как по мне уже скорее вопрос личных предпочтений, чем какой-то реальный недостаток. В остальном же мне здесь действительно все нравится. Инструменты плотные, увесистые, а вокал ощущается живым, телесным и хорошо присутствует в миксе. Так что даже супер пронзительные какие-то женские партии сохраняют достаточную мягкость и никогда не переходят в резкость или крикливость. В общем, середина здесь получилась прям именно такой, какой я люблю. Насыщенной, комфортной и в меру музыкальной. Это тот случай, когда ты не сидишь и не пытаешься там анализировать каждую микродеталь, а просто включаешь любимую музыку и получаешь удовольствие от прослушивания. И для этого, как по мне, она просто идеальна. А вот в высоких частотах мне очень нравится то, что Pennon снова остаются верны своему собственному видению настройки. Здесь нету никакой искусственной яркости, резкости или попыток впечатлить вас какой-то агрессивной подачей. А наоборот, верх получился зрелым, плавным и очень естественным. Да, если сравнивать с хорошими гибридными моделями, например, Juno DN242, то возможно ему немного не хватает той самой предельной техничности, воздушности и ощущения вот этого всего количества мелких деталей, но для чисто динамических наушников, ребята, результат здесь, на мой взгляд, действительно очень достойный, потому что высокие частоты здесь банально обладают хорошей детализацией, достаточным количеством воздуха и при этом сохраняют тот самый комфортный и музыкальный фирменный характер Pennon, где совершенно нету никаких неприятных акцентов, нет ощущения какой-то резкости и нет попыток вытянуть микродетали любой ценой, благодаря чему звук воспринимается
воспринимается очень легко и естественно. И даже спустя несколько часов прослушивания у меня совершенно не возникало желания сделать музыку потише или просто убрать наушники. А это, как по мне, ребята, огромный плюс. И именно поэтому весь верхний диапазон здесь воспринимается как очень логичное продолжение общей философии этих АМ. Он аккуратно завершает подачу, сглаживает какие-либо острые углы и делает звучание цельным, гармоничным и очень комфортным для длительного прослушивания. А вот звуковая сцена в этих наушниках меня прям реально удивила. И серьезно, друзья, но временами эти АМ звучат настолько свободно и открыто, что я невольно начинаю вспоминать открытые полноразмерные наушники. И чем больше я их слушал, тем чаще я ловил себя на этой мысли. И вполне возможно, что свою роль здесь играет как раз таки полуоткрытая конструкция, которая действительно помогает создавать им дополнительное ощущение пространства. Да и само звучание в целом воспринимается у них очень легким, свободным и довольно воздушным, где есть хорошее разделение инструментов, уверенная локализация и очень достойная глубина сцены, благодаря чему музыка не собирается в одну точку уже как в более простых наушниках. Но больше всего, ребята, меня удивило тут другое, что несмотря на столь мощный, насыщенный и басовитый характер звучания, Пенан каким-то образом удалось сохранить ощущение простора. И обычно наушники с подобным количеством баса звучат уже более камерно, близко и даже в некоторой степени замкнуто. Но здесь этого ощущения совершенно нет. А наоборот, каким-то образом они создают ощущение открытого и свободного пространства, что очень хорошо работает на общее восприятие музыки. И в итоге звуковая сцена стала для меня буквально одним из самых приятных сюрпризов в этих наушниках. Она широкая, легкая для восприятия, обладает хорошей глубиной и отлично дополняет общую музыкальную подачу. И честно говоря, увидеть такую сцену в однодрайверных динамических АМ я ожидал меньше всего. Ну и в итоге я пришел к тому, что Phenon Unique это действительно отличные однодрайверные динамические наушники, которые не только привлекают внимание с первых секунд своим мощным физически ощутимым басом, но и не отпускают вас благодаря теплому, насыщенному и очень музыкальному звучанию. Добавьте к этому в меру энергичные средние частоты, приятные высокие частоты и удивительно широкую звуковую сцену, и вы получите именно те наушники, которые вам точно захочется слушать часами напролет. И именно поэтому Phenon Unique понравились мне практически сразу. И это один из тех случаев, когда ты включаешь музыку не для того, чтобы там анализировать ее, а просто чтобы насладиться каждым треком. В общем, всем любителям такой подачи я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.